финансистов. Типично такая история. Делал то, что мои родители не хотели. Это не стал. Потом в Польшу поехал. Вернулся в Москву. О, 74 просмотра у Честера. Не вредно. Видите, какая мимика? Отдел просто. Да, и специфическая тема — коррупция. Разные ребята снимают видосы с своим участием. Неплохо так получается, в общем. Она знакомая, ничего не знаю, получаешь, пишет чуть по чуть. Но история крутая. Я помню, был какой-то пьяный движ на кухне, начался фристайл. Неплохо выдал и задумался. Так и стал исполнителем. Люблю творчество тех, кого лично знаю. Есть еще малоизвестные ребята. Они в Москве сейчас. Уровень чуть выше. Батлы, релизы. Я все время думаю, как пробиться выше. Если за бабло, ведь если никто не пишет, то шансов мало. Микрофон подключите как вариант. Знал многих ребят, кто хотел писаться. У кого-то вышло, у кого-то нет. Все в бабло упирается. Таких парней его обычно нет. Масса не станет слушать, если это галимая запись или подвальное видео. Прошла мода на эту тему. А что не у всех получается? Ведь правда мелькают таланты. Да. Можно, нужно, я знаю, копить по одной теме, стараться, и все будет окей. Сливаются, как правило, раньше. Слишком много стало исполнителей. Андер когда-то был андером, теперь это попса. А я жил недавно на Лесниках. И там в соседних домах жили ребята из ЧРО. Очень личности, индивидуумы. Но особо одаренные могут из плага сделать свой стиль. Есть трек крутой, насчет много МС, Брик Базук. Пошел вон со сцены. Да, русский стиль в хип-хопе крут, конечно. Россия уникальна, непредсказуема, глубочайшие люди, культура. Поэтому я отказался от Польши. Полная херня, не до Европы. Знаешь, что у меня поляки спрашивают? Ну? А вы что, реально просыпаетесь и с утра водку пьете? А во дворах частных домов у вас тусуются медведи. Слушай, ну зато став у них хороший. Блин, я счастлив, что в Москве. Отец мой всю жизнь работал на заводе. А потом пришли люди и все отняли. Но он переживал, естественно, но виду не показывал. Пил много. Мать тогда очень переживала. Отец все сильного из себя строил, все ругался. Они без меня никуда. Они меня еще позовут. Здоровье у него с каждым днем все меньше и меньше становилось. Однажды он упал за спину, просто дышать перестал. Упал. Так себя довел. Мать кричала, скорую вызывала. Рыдала. Такое пережила. А он спустя время очнулся, как будто не было ничего. Я, говорит, на другой завод решил. А мама моя, она с тех пор замолчала как-то. В церковь начала ходить. Книги читать, поверила во что-то. Отец не понимал, что с матерью. Я ему говорю, она такое пережила, она типа хранила, считает, ты этого не помнишь. Он действительно не помнил. Он ничего не понял. Мать свою я с сих пор не узнаю. И вот часто мысль приходит такая, что она от самого выбрала. Ни за красоту, ни за силу, ни по стечению обстоятельств, а за этот его приступ. Она интуитивно, может, всю жизнь с ним жила. Ради момента такого. У нее жизнь на до и после разделилась. Она теперь с Богом. И ему больше все не нужны. Казалось бы, работу потерял. Довел себя. А изменился тот, кто рядом был. Мы все свои спектакли эти жизненно играем для другого. Раз. Два. Я выхожу там камин, говорит, песня ходит. А по скорую кто пырнул, сам вынул, Николай.
Да он просто руку на плечо положил, а тут пустую. Они еще не сразу заметили, поржали. Ну да, в одном глазе живот, рот, порез где-то 4. Это просто подоба даже. Помните этого парня, который лицо опасно? Да, они вроде позволяют друг другу высоко и нормально, все. Да, давай, история. Который потом по власть платит. Он залез меня своими. Ну сам не напрыгнул, тот его в руку полоснул. Стягиваются такие раны неприятно. Заживают долго. Я каждый раз выхожу из темноты. Каждое утро я пробуждаюсь из шума, попадаю в тишину. Такую уехавшую, страшную, пустую. Это новый сон, и я в нем до тех пор, пока не потеряю силу окончательно. Я вижу, как теряю ее. Та минута, та секунда, когда исчерпано будет все. Похоже, я должен научиться считать. Рассчитать и больше не рассчитывать. А знаешь, кто его открыл? Не поверишь. Я его давно знаю, еще покурил как и когда был лет сидел. Пропал. Ну никто никогда не доверял. Никак всех платить не давал. Потом Пармяна пошел, давал маленький община. Потом поехал сюда подать. Потом вставал, который стал. Потом в магазине. Когда на собаку пошел, потом так. Я слышал, у него вообще справка была. Да, забавно. Томат, типа. Он какой-то охраннику показывал, ну, болезнь прям начальник. Ну вот, пускали. Ему все с рук ходило. Дальше, такой. Пропади мне теперь не. Попал на самом деле довольно быстро тогда, не сразу спохватились, а потом кто-то сказал посади. Он с армянами работал, они его слить хотели, сами же подставили. Вот, а потом вышел, что-то то один бизнес, то какой-то там магазин, какой-то клуб сейчас, по-моему. По мне он так борзый, может даже и мерзкий. Но своего добился. Бомбер сейчас. Все постоянно врут. Не то, что корыстно нет. Никто этого давно не замечал. Врут про себя, врут про других. Ловят сами себя в сети. Ими плотно обкладываются. Да им не хватает свежего воздуха просто-напросто. На свежем воздухе говорить вообще не хочется. Незачем. Сколько сил мне тратить, чтобы соорудить? Потом мучаются, молятся. О, помоги, Господи, разорвать. Какие цели? Отдай. Подожди. Он ответил. Куда отсюда? Идем. Я такой. Есть никого. Заранее Серьезно? Нарабатывай. Если нет, может не работает. Наоборот. Ну, наоборот. Если там да, тогда твоя темная срабатывает. Я вырос, пытаюсь. Болею.
желательно дальше. Отлично, отлично. Что ты сейчас? Байк там придется наружу. Да она мне все испортит. Я свое время полностью не трачу. Я строю. А это все. Сам себя не... Можно все как-то сохранить? Ну как я такой, закончил. Сохранить. Храни все остальных. Да, тогда. На дом это на дом. Понять, что тебе ничто не помогает. Попадает в такую пленку. Сейчас своей воли. Знаешь, как это бывает? Когда к этому приехали, машину посадили и прям к нему на район поехали. Да, он меня оставил. Просто на заднюю починили и угорали. Ну давай, давай. Как это ломается? Какой-то. Сказали просто, сейчас пройдет твой товарищ, пальцы покажи и свободно. Просто проскользнул мимо прям. Тот демонстративно отвернулся, типа не при делах. Но боялся, что запалят. Нет, он просто... Он что думал, что с той стороны его не стоит кинуть. В итоге все смотрели. А он до всех. Да нет той стороны никакой. Пацан предлагает, что вниз, давай, вниз, дальше, там, дальше. Здесь помочь. Да, но это просто не бог. Но это дальше, это впервые. Проверка. Знаешь, есть момент, когда дело готовится к суровой идет. Если пропустишь, то все. Ну, так, Разве ты не видишь? В разочаровании все равно есть какая-то прелесть. Оно тебе так плавно, мягко опускает на дно. Там внутри пространство. Оно не покинет нас никогда. Я точно знаю. Внутренняя ровность единственное, что честно есть. может, тебе не важно? Всякие там статусы. Но я хочу производить нормальное такое, серьезное впечатление. Все равно смотришь. Идем дальше. Боишься упустить? Я его давно не видел. Не появляется. Последний раз, когда мы засекались на автобусной остановке на ВД, вот там где договор, взял минут 40. Уже 30 на 2 30 взять, серьезно. Ты говоришь, что да, кто его знает. Он мог себе до этого покоить. Бред. Просто не себе. Тут бабку. Люди на остановке просто пить. Не один раз. Я это после узнал. Я с ним когда позвонил, он еще нормально. Я поговорить пытался. Ни в какую. Просто резкие такие движения, мучит, мопед кинул. Нехороший сон. Застал, как вообще не справляется. Я уже телефон из куртки достаю, говорю,
кого такие. Ну, он говорит, есть Улана. Я звоню Типу, говорю, Димана, знаешь, ну вот с чего номер звонил, помощь нужна. Знакомый набрал. Ну, не скоро уже вызывать, а он еще изучает, его опять заберут. И через 15 лет я хочу на Ланской. Беру тут картину, о, не, я все в салон не посажу. Я давай пакеты искать. Стрелял тех, кто на станции стоял. Мы сидели в салон, тащили его туда, без сознания. Отправил домой, там я не знаю, как они уже дали. А мопед? Да я корешу в гараже, он вроде все понял. Такой уверенный в себе. Любишь и то, и это. Издеваешься? Тебе же все с трудом дают. Не пытаюсь. О чем мы тогда с тобой разговариваем? Ну я делюсь. Теперь мне есть с кем. Я поговорю и отпускает меня. Ты же не слышишь ничего. Тебя что-то не устраивает? Да нет, ты же сам пришел. Скучно? Смотреть на того, кто играет, да, скучно. Но я смотрю отсюда. Роли? Их миллион. Выбирай любую. Поиграл? Можно играть следующий. Как все будет. Это интересно, очень короткий период. Ничего. Я замечаю, как я выбираю то или иное состояние. Я замечаю это. Все проходит, и роль твои все исчерпают. Здесь, наверное, на угол. Больница. Это ощущение конца. Но ничего не начиналось и не заканчивалось. Только голова. Я опять запутал. Ты тратишь столько сил на совершенно бесполезные вещи. После твоих слов в окно выйти хочет. Попробуй! Ты даже этого не сможешь. Да пошел ты! Подвеска переделана. У меня в задней передней сидела отвал, задние блоки, хождение. Да, у тебя встреча стала. Ну, 4 спереди и 6 сзади. Ну да, допусти. Здравствуйте, если это поворотный, то стоит обычно 0. Да, если такая более жилистая, то ставит побольше в минус, знаешь, как на карте. По поводу арки. Толковку зашли, нормально толковый дядька сказал, отрезаем, тут навариваем, там. Ну, не особо бюджетный вопрос. Знаешь, такой большой арки. Ну да, большое такое расширение, рил кастинг джоб. Да, блин. Катализатор есть? Не, пока нет, самопальный кат-киллер. Блин, ты же на автомате все равно, автомат всегда обороты держит. Да у меня вообще басит тачка теперь постоянно, я всегда на больших оборотах еду, теперь всегда этот звук. А вообще, типа, эту штуку сделали, чтобы не шуметь. Что там диски? Ну, с тобой? Или меня всегда? Я про тебя только ничего не знаю. Не всегда, не всегда. Знаешь, вот Димон, это и сам хотел. Да, просто тебя когда начинаешь, ты легко. Мы с тобой все время меня обсуждаем. Я про тебя только ничего не знаю. Ты мне рассказываешь. Быть не может. Не всегда и что. Ну знаешь, может будет момент. Я бы и сам хотел что-то воспроизвести. Ну, Ты когда про себя начинаешь все время какой-то обман чувствуешь. ты не ври. Я не вру, я просто не верю, что вижу. Как? А кто кроме тебя? Начинаешь, когда про себя рассказывать, тошно прям наблюдать за этим. Все это либо нытье, либо гордыня.
Опять ты в дебри лезешь. Хочешь посмотреть? Дай вот покажи. Ну, видишь? Я сам такой сделал. Она мне супер неказисто досталась. Ничего не умела. Я ее с нуля. И что, ты смог бы с ней так всю жизнь? Не знаю. Но отметить, что другому отдать не по себе становится. Ну, побудь не твои. Потом у тебя судьба-то Знаешь, если ко мне вернется, не приму. Не смогу. Берешь, ставишь руками. Я через себя не переступлю. У тебя-то есть что показать? Вот, берешь, Тебя не смогу. Вот ты ж нашел. Кому надо, тут найдет. Смотрите, какой крутой, а? Не люблю все эти разговоры здесь. А мы с тобой что, тоже ни о чем получается? Я думаю, что да. Слышь, я же обращаюсь. Разговаривай, что с тобой. Я сам говорю. Я не нуждаюсь. Но у тебя уже есть роль. Ты меня слушай. От всех остальных ты, по-моему, сам отказался. Ты играешь миллион ролей. Миллион спектаклей. Сколько вложил. А я не хочу. Зато какой опыт. Не нужен мне такой опыт. Ты знаешь, сколько людям помог? Я от этой мысли легче. Ты же обманываешь. Но зато они смотрят на меня и тоже хотят Чего? быть хоть кем-то. Как ты постоянно. Каждый хочет кем-то стать. Я не. Знаешь, сколько людей от пустоты и безделья я привел туда? Себе. Мы же лицо. А со мной стали увереннее. В этом сила. Ты обрек на постоянный самообман. Так все живут, все, понимаешь? Только ты почему-то никак не признаешься. Ты не живешь и жизнью, но тебе доставляет удовольствие смотреть эти бесконечные истории. Ты же здесь. Кто-то решил это за меня. И я сдаюсь. Я не хочу никого менять. Ты все время учишь меня. Хочешь поменять. А будет не случится. Я лишь хотел убедиться. Было любопытно, я оказался прав. Подожди. Хорошо, когда вся жизнь впереди. Она всегда впереди, потому что если позади другой расчет сводит, я внутри. Я замыкаю. На мне входит все представление. Я источник переживаний. Его, ваш. Голова записывает историю. Со временем пленка портится, пылится как вещь. Меняется последовательность, искажается, вырисовывается так, как мне нужно это сейчас. Но вот если глубоко, я понимаю, я сам исказил все. Все было не так. Я все это придумал. Там. Где же тот узел изначально, а? Если бы я мог его разложать, развязать, я больше бы ничего не выдумал. Просто выдумал. Дом. Да. Вернулся неторопливо, стал заправляться. Возле весь себя такой никуда не спешит. Ему точно все равно. Он и не подозревает, что я наблюдаю.
Я тоже никуда не спешу. Но когда подъеду, знаю точно. Я быстро засучу, оплачу, чтобы никого не задерживать. Раз туда, два и все. Давай следующий. Этому же на всех насрать. Ненавижу. Завидую, что он может себе это позволить. А мне вот важно. Важно, что за мной тоже люди. Важно, что они смотрят на меня, оценивают. Посмотрят и подумают про себя. Вот какой молодец. Пишет. У него, наверное, много дел. Я знаю. Они так подумают. Я бы так подумал. Вы его видите? Что тебя так удивляет? Почему ты... Да, ничего не удивляет. С тобой же никто не разговаривал. Наверное. Тебя же всегда столько людей окружает. Всегда кто-то звонит, пишет. Может, ты и прав. Что не я. Ты сам это сказал. Ты знаешь, мы ведь не умеем по-другому. По-другому никто не нужен. Но мне нужны они все, Зачем? чтобы я был. Тебя без них нет. Нет, ну есть. Но они мое подтверждение. Я тоже твое подтверждение. Это да. Но тебя я совсем не знаю. А их? Знаешь. Ну, дольше по времени хотя бы. Вот ты себя знаешь дольше всех. Значит, лучше всех. Я знаю, чего я хочу. Правильное впечатление о себе оставлять, это ты уже говорил. А ну знаешь, не всегда такое, как я задумал. Почему ты всегда будешь? И здесь, и здесь. Но о будущем тоже думаю, как все. Ты, получается, свое сейчас этому будущему несуществующему полностью подчинил. Ну так если не задумываться, можно такого натворить. Чего такого? Ну, не сделать чего-то и жалеть потом, что не сделал. А если планировать, то ничего не упустишь. Ну, будешь внимательнее. Ты настолько внимателен к тому, чего еще вообще не случилось, что этот вот момент вообще пропускаешь. Чего я тут пропускаю? Я веду диалог. Диалог. Нормально. Играем? Что они жестко играют. Я играть учил. Чего? Ходи. Репетитор в руки начал. Пацан, ты чешешь слезь. Потому что нет. Пацаны, успокойтесь, давай, блин, поехали уже играть. Слышь ты, Выбирай выражение. За слово так не ставят. полегче, ты всю игру рамсишь. Пошел. Ты сейчас сам уйдешь. Нет, спокойно, пацаны. Да нет, никакого. Пацаны, давай уже поехали, меня забейте. Нормально. Кто тебя бесит? Они же не на турнире. Давай. Я не понял. Расход! Расход! Разве вы... Разве вы не видите? Это же игра! Большая такая, без правил. Мы думаем, сами себе эти правила придумаем, и так легче будет. Всю жизнь своими этими правилами морочаешься, а потом их за тебя уже давно поменяли. И весь твой настрой, все твои ощущения полностью дисквалифицированы. Они не имеют ровным счетом никакого значения. Мы не хотим идти первыми. Последними тоже. А я первым всегда хотел был. И был для многих этим первым. Тем, кто лучше видит, лучше знает. Почему так?
Я не живу вашей жизнью, но насквозь видел все, что вы в себе заметить боялись. А со мной кто поквитается? Кто мне скажет, что не так все, как я вижу? У меня же для вас всегда ответ найдется. Вы на мои 1000 ответов, новых вопросов не придумаете. А я этого всегда хотел. Только этого. Сомнения. Хорошо тем, кому есть за кем идти. А если я сдамся, вы скажете: о, даже он сдался. Значит, и я могу себе позволить. И я не сдавался никогда. Я держу себя всеми руками и ногами. Я в узле. Плотно завязан. Ради вас. Сильный в своих слабостях признается. А я взял и признался этому. Хотя вообще его не знаю. Первый раз здесь увидел. Ты о ком говоришь? Ну парень здесь играл все время с нами. Какой? Ну такой в сером. Ты что-то попутал, ты о ком вообще? Ну блин, был тут чувак, он все время играл с нами. Вот, это его мяч. Это он принес. Его, это твой мяч, расслабься, это твой мяч. Мой? Ты же принес. Мой мяч?